Друзья, всем привет! Есть ли у меня погибшие орхидеи? Конечно, есть. И сегодня видео как раз-таки об одной потере прошлого года. Мне иногда в комментариях задают вопрос: Георгий, ну не может быть, чтобы у тебя все шло гладко и без ошибок. Да, друзья, у меня не все гладко бывает, и у меня погибают орхидеи. И вот сегодня видео вот как раз о таком случае, о потере прошлого года. Но и сегодня будет и положительная, позитивная тема в нашем видео. Но начнем с плохого, с грустного. В прошлом году орхидейный интернет-магазин прислал нам на канал 3 орхидеи. Две орхидеи одного сорта, роскошные, обалденные орхидеи биглипы, желтые шоколады. Если я найду фото цветения этих орхидей сделанное, я вставлю вот сюда вот такие вот роскошные красавцы, обалденные, просто роскошные. К слову сказать, что незадолго до этой посылки я покупал на Авито подобную орхидею. Ну, не подобную, а такой же сорт орхидеи за 3500 рублей купил. И тоже у нас есть отдельный плейлист про эту орхидею, да. Но речь не о ней, а вот о той посылке из 3 орхидей. Значит, все эти орхидеи были в таком: 2 орхидеи шоколад, желтый шоколад биглип, и 1 орхидея бабочка Монпелье. Все 3 орхидеи были в бессознательном состоянии в плане корней. Почему? Потому что продавец, не желая ковыряться с этими орхидеями, и я как бы заказывал, хотел купить орхидеи у этого продавца, но он предложил, говорит, что остались вот такие вот орхидеи без корней, давайте мы просто вам подарим их. Ну, выходите, не выходите, ну и вот не выходите. Ну и прислали эти 3 орхидеи к нам на канал. Мы дружненько сделали с вами распаковку, обзор. Я радовался как маленький ребенок. И все. И началась у нас кропотливая работа по зачистке корней, по обработке этих орхидей от гнили, стимуляции и так далее и тому подобное. И вот прошло у нас несколько месяцев. 2 желтых биглипа, 2 желтых шоколада, они безвозвратно, так и не приходя в сознание своими корнями, медленно, но уверенно отправились в орхо-рай. Что бы я с ними ни делал, какие бы процедуры с ними не проводил, но ровно точно такие же процедуры я проделывал и вот с этой вот орхидеей. Это орхидея бабочка Монпелье. Все 3 орхидеи проходили одинаковый уход, но вот эти вот 2 желтых шоколада, они отправились в орхо-рай. И, ну, друзья, что хочу сказать. Я не зря акцентировал внимание на том, что еще до этого за несколько месяцев купил на Авито орхидею. И вроде бы внешне она была в таком, в более-менее нормальном состоянии, но она тоже в состоянии в критическом. И если с ней у меня еще раньше начались какие-то процедуры, но все равно я борюсь за нее, продолжаю бороться, я отдельно ее покажу, будет про нее отдельная, потому что у нее свой плейлист, и мы с ей тоже наращиваем корни, тоже пытаемся ее реанимировать, но она у нас будет привязана к другой теме, к теме. Мне часто задают вопрос такой, я вот буквально вот на днях сниму это видео на эту тему. С каких орхидей лучше всего начать свое увлечение? И вот как раз эта орхидея будет как пример, с каких орхидей не надо начинать свое увлечение. Потому что такие орхидеи отобьют все желание заниматься и увлекаться орхидеями. Но это тема отдельная. Сегодня вот о той посылке, о неудачах и о удачах. Да? И вот эти вот желтые биглипы, желтые шоколады, это была, друзья, неудача. Так и не приходя в сознание, у них так и пошло, как и пошло изначально, внутрисосудистое увядание
плюс бескорневое состояние вот такое. Так они медленно и уверенно усохли. Ровно точно так же, как, знаете, когда-то вот только-только, когда в продаже появился сорт Arx-Ray, сперва появился несколько лет назад этот Arx-Ray в виде подростков, азиатских подростков. Потом чуть позже Arx-Ray, и эти подростки в 99% случаев все погибали. А потом появились взрослые, выхоженные в тепличных условиях орхидеи, Arx-Ray цветущий, европейский. И тоже, наверное, процентов 80 они все откидывали свои корни. И в домашних условиях у большинства погибали. Ровно так же, как в свое время Кауда Твинкл и другие новые такие сорта. И вот этот желтый шоколад точно так же, вот не приходя в сознание, они ну, ни на что не реагировали. И, естественно, ну, я их просто потерял. Они неделя от недели, месяц от месяца все меньше, 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 вообще не подавая признаки. То есть они просто иссохли и все. То есть ничего, никакой реакции. Вот такая вот, друзья, неудача с желтыми шоколадами. Остался у меня один желтый шоколад, купленный на Авито, но он у нас будет в другой теме. В одних из ближайших видео я его покажу. Это вот что касается моих неудач. Они бывают. Были годы, когда у меня абсолютно несколько лет подряд ни одна орхидея не болела, ни насекомых, ни потерь никаких не было. Это когда коллекция моя была устоявшаяся и что-то не приобреталось дополнительных орхидей, круговорот орхидей не было. Вот все было в таком, знаете, в тепличных таких вакуумных условиях. С моментом прихода появления новых орхидей, причем, когда, знаете, хомяк просто с ума сходит от изобилия количества хлынувшего на наш российский рынок огромного количества разных новых сортов обалденных. Вот тут закипела работа, и, конечно, появились и болячки, и какие-то потери и так далее и тому подобное. И вот желтый шоколад, вот один из потерь прошлого года. В прошлом году эти орхидеи ушли в Орхурай. Но есть и положительные моменты, которые... Это бабочка Монпелье. Она точно в таком же состоянии была, что и орхидеи желтый шоколад. Бабочку Монпелье я вставлю вариант ее, образец ее цветения вот сюда вставлю. Она точно в том же состоянии была, что и эти два биглипа желтых. Но на наши, значит, на наши все действия по восстановлению, по реанимации, по адаптации и по наращиванию корней орхидея откликнулась. Значит, вот так, у нас тут воды нету, не выльется ничего. Если вы обратите внимание, вот так вот я вам ее показываю, вы увидите у нее живые корни, у нее новые листочки, то есть орхидея пошла в рост, и буквально вот в ближайшие дни мы ее с вами извлечем из этого горшка, из этого мохового гнезда. Это один из самых эффективных способов по наращиванию корней орхидеям. Это вот, друзья, прям вот я, ну не знаю, за много-много-много лет, прошедших через мои руки десятков реанимашек бескорневых, вот этот вот способ, ну, по крайней мере, в наших волгоградских жарких, сухих условиях при низкой влажности лучше всего себя зарекомендовал вот именно вот этот способ наращивания корней орхидеи и реанимации. На втором месте это просто когда орхидея над водой, либо на керамзите стоит, то есть просто без замаха. И третий вариант это когда орхидея просто в пустом горшке стоит. Вот, просто в пустом горшке. Четвертый вариант это когда орхидея там вниз листиками в воде, но это не всем подходит орхидеям. А вот когда вот так вот в моховом гнезде, на выемке вот на этой вот, либо в таком вот
стакане, и здесь стоит что-то пластиковое, либо крышечка, и на нем стоит основание, и все точно так же сделано. Вот это вот самый надежный способ по наращиванию корневой системы. Значит, что мы вкратце я прям расскажу, потому что более подробно и всю историю именно этой орхидеи по уходу, по реанимации ее, по тому состоянию, в каком она была, это видео ближайшего будущего. Но в двух словах скажу, что, значит, эту орхидею мы обрабатывали, зачищали, обрабатывали от гнилых корней Максимом. Видите, вот там вот красная у нее помазка такая. Вот это вот такой Максим. Затем мы эту орхидею стимулировали. Основание я мазал Rebuff Extra, вот там, где сейчас корни появились. И третье средство, дающее, скажем, такой, знаете, толчок энергетический орхидеи, это сукцинатом аммония. Средство, получаемое при смешивании в воде янтарной кислоты и нашатырного спирта. Это такой энергетический стимулятор, который называется сукцинат аммония, либо аммонийная соль янтарной кислоты. Вот так это средство химическое называется. Есть плейлист отдельно, как его приготовить в домашних условиях. Так и называется энергетический стимулятор. И в разделе плейлистов можно посмотреть один из самых эффективнейших стимуляторов для не только орхидей, но и для других растений. Поэтому, кому интересно, заходите, смотрите. Мы уже много лет этим пользуемся. Очень хороший результат выдает. Он ускоряет, увеличивает обмен веществ, то есть активизирует, дает энергию орхидеи, активизирует фотосинтез. То есть, ну, практически в большем процентном соотношении возвращает орхидеи практически уже прямиком идущих в орхорай. И вот, собственно говоря, вот эту орхидеечку нам удалось ее задержать на этом свете. Она выпустила корешки, и мы уже с этими корешками ее на днях извлечем оттуда. В общем, проделаем все процедуры, чтобы ее пересадить. И я надеюсь, что уже в этом году, ближе к осени, она выпустит цветонос и на Новый год порадует нас цветением. В общем, друзья, вот такие вот у нас есть неудачи. Ну и, соответственно, есть и победы, определенные победы. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока.